Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова и Петр Грик на канале «Звездные секреты». Для всех почитателей творчества Димаша Кудайбергена, как говорят в таких случаях, внимание, боевая тревога. На нашего любимца в прямом смысле катят бочку. Извините за такой термин, но именно в таком стиле отзываются о титаническом труде народного артиста мира. Итак, службой внешнего наблюдения за шоу-бизнесом планеты с соответствующим ником Metalman MMK обнаружен острейший сигнал. Он вовремя сообщил следующее. Приводим без справки. Народ, у нас проблемы. 21 час назад какой-то, тут мы пропускаем имя, разносит Димаша за то, что, мол, у него фанера. Вы знакомы с этим видео? Многие нет, потому что оно свежее по этой теме. Уже что-то типа этого где-то было в соцсетях. Там другой блогер поставил все на места. Но вот явились, не запылились другие. Да, опять неспокойно стало. Далее идут непереводимые служебные термины. Конец цитаты. Ну что же, спасибо за своевременный сигнал. Это достойный поступок любого адекватного поклонника творчества Димаша Кудайбергена. Хотелось бы заметить, что уважаемый Metalman MMK смог выслушать того самого блогера до конца. Не думаем, что это было легко с эстетической точки зрения, но он смог. Спасибо ему еще раз за труд. Мы специально не приводим данных блогера, чтобы не создавать излишнего ажиотажа вокруг его имени. Просто хотим показать механизм хайпа на имени Димаша Кудайбергена. Сразу сообщаем, что это не БГ, он так тонко не выкрутил бы сюжет. Итак, немного истории. В те времена, когда наш дорогой Кудайберген был известен не так широко, как сейчас, уважаемый блогер-просветитель рассказал о чуде Димаша. И чудо произошло, правда, на канале блогера. Ролик просмотрело более 600 тысяч зрителей, за что огромное спасибо этому первопроходцу популяризации светлого имени Димаша. Так бы освещать и дальше, и радоваться творчеству певца. Но нет, этот метод не подошел блогеру. Все знают, что Димаш умница, в этом ничего нет удивительного. Но вот как рубануть просмотров на канале? Позитив уже был, может негатива добавить? Этот путь и избрал упомянутый блогер. А как найти на нашем солнце Димаше черные пятна, когда их нет? Ответ прост. Их надо выдумать и попытаться представить доказательства. А что можно инкриминировать? Плохо выглядит? Нет, Димаш признанный красавчик и икона стиля. В личной жизни что-то откопать? Тоже нет. Димаш – образец воспитанности, по нему уже учебники пишут в 2 странах. Может, он поет не всегда хорошо? Тоже нет. Его исполнение всегда безукоризненно. Тогда что? Вот оно что, фонограмма. Наш блогер, прости господи, запустил утку о том, что Димаш давно и густо использует фонограмму. Далее идет повествование как о свершившемся факте. В комментариях возмущенные зрители писали, что специально просмотрели весь ролик, чтобы увидеть, где происходит использование этой самой фонограммы, но так ничего и не нашли. Да и блогер вот те раз к концу ролика позабыл указать, в каком конкретном месте искать фанеру. Он лишь привел метод определения использования фонограммы, мол, надо сравнить записи на концерте от фанатов и телеверсию песни. Если совпало, то применялась фонограмма. Неприятно и то, как называет блогер Димаша. Неправильно произносится фамилия, неправильно делается ударение. Налицо, как говорится, явное невладение материалом. Кстати, сразу хочется сказать, что в одном из наших роликов на канале «Звездные секреты» мы как-то рассказывали о больших нагрузках на голос Димаша. Говорили о том, что у него концерты буквально каждый день и через день. Одна часть зрителей просила не волноваться, так как Димаш находится под присмотром отца и продюсера каната, и ничего плохого с голосом артиста произойти не может. Другие зрители писали в комментариях, что Димашу надо беречь себя не только для нас, но и для себя самого и для всего мира в целом. Третьи требовали вообще создать центр Димаша, пусть, мол, он творит и не портит свой голос разъездами и купаниями под водопадами Исландии под командованием коварного Бадоева.
Четвертые и вовсе предлагали разрешить Димашу использование фонограммы во время больших концертов, чтобы певец не надрывался. То есть заботливые Диас заранее простили Димашу возможное будущее применение им фонограммы. Так что даже если бы кто-то из специалистов и нашел факт применения Димашем фонограммы, то часть поклонников певца уже заранее ему бы это простила. Но повторим, никто пока еще не смог найти чего-то неправильного в творчестве Димаша, с чем мы его и поздравляем. Друзья, давайте пожелаем нашему замечательному Димашу удачного выступления и в России, и в Германии, и в Америке, а потом снова в России. Большое спасибо за понимание и внимание. Всем большой рахмет. С вами были Авдотья Федорова и Петр Грик. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе новостей.